мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной смотрите это видео. И сегодняшняя тема – волшебные арабские парфюмы. Ни для кого не секрет, что арабская парфюмерия сейчас на пике популярности, и это абсолютно совсем не зря. Прекрасные ароматы, очень интересные иногда флаконы, просто как произведение искусства, и вполне бюджетная цена. Я упомянула красивые флаконы, и действительно, иногда здесь флаконы – это просто произведение искусства. Арабы украшают их какой-то резьбой, камнями, стразами. Иногда это просто какое-то безумное великолепие. И один из таких ароматных красавцев – это аромат для мужчин и женщин Аль-Шакрая от Аль-Рихаб. Для меня данный парфюм – это прежде всего очень красивый, очень гармонично сложенный ут и финики. Как же красиво, сладко, томно, по-восточному они здесь переплетены. Но иногда почему-то на некоторой коже он раскрывается такой животно-маскулинной ноткой. Некоторым, я знаю, даже она нравится, и поэтому они выбирают именно его. Некоторых же, наоборот, она отталкивает, ну а на других она просто не слышна. Тут как вам повезет и смотря что вы ищете. Лично на мне данная нота всегда появляется через, наверное, 3-4 часа примерно. Тогда я просто ее смываю, потому что мне она неприятна. Но до этого момента он просто прекрасен. Он такой благородно-восточный, томный. Финики в обрамлении восточных сладостей, розы – это очень красивое сочетание. И в данном парфюме ноты уда, фиников, ладан, роза, ваниль, цветы и цитрусы. Все это в отличном сочетании и создает прекрасную, восточную, красивую композицию. Также нам сейчас широко известен бренд Maison Alhambra. Отличный бренд, дающий вполне неплохое качество, стойкость, шлейфовость ароматов по вполне доступной цене. И один из представителей данного бренда – это парфюм Берлинетта. И здесь очень красивое, очень томно, манящее, богатое, такое роскошное сочетание кожи, сливы и фиалки. Это что-то такое дорогое, статусное, какой-то вечер у камина, вот это такие ассоциации. При этом здесь есть красивая пудровость. Это унисекс-аромат для мужчин и женщин. И слива здесь действительно очень красиво раскрывается. Это не чернослив, а именно слива. Такая сочная, очень яркая, очень такая насыщенная, спелая. Ну и, собственно, на протяжении всего звучания аромата я слышу вот эти вот вышеназванные основные ноты сливы, кожи, фиалки и немножко пудровости. При этом в парфюме есть немножко сладости, что не дает ему уйти в однозначно мужское направление. Очень глубокий, томный, прекрасный аромат. В верхних его нотах слива и персик, в средних нотах фиалка и пион, и в базе кожа, пачули, мускус и ваниль. Ну и если продолжать тему ароматов от Maison Alhambra, тут, конечно, нельзя не вспомнить о том, что этот бренд, как и некоторые другие бренды арабской парфюмерии, делает очень удачные клоны, вдохновляется известными, популярнейшими люксовыми парфюмами. Делает этот бренд, вполне нужно сказать, удачно. Некоторые ароматы имеют схожее звучание, но некоторые ароматы это просто неотличимая копия, и при слепом затесте тут нельзя понять, где люкс, а где Maison Alhambra. Ну и как тут не вспомнить о знаменитом Bright Peach от Maison Alhambra, копии на легендарнейший, на известнейший персик от Тома Форда. Нужно сказать, что это тот случай, когда ароматы практически идентичны, но на мой вкус Maison Alhambra сделал его даже чуть более нежным и не таким пластиковым, потому что лично на мне фордовский персик открывается чуть таким пластиковым звучанием. Здесь это тоже есть, но мне кажется, чуть в меньшей степени. При этом фордовский персик стоит значительно дороже. Здесь цена очень бюджетная, но фордовский персик слетает на мне гораздо быстрее,
Персик же от Maison Alhambra держится на мне дольше и чуть более шлейфовый. То есть, в принципе, если выбирать между двумя этими парфюмами, они являются практически клонами, но Maison Alhambra при своей гораздо более низкой цене нравится мне даже больше. В целом это красивый, задорный персиковый аромат, аромат именно персика. Если вам нравится подобное направление, если, возможно, вы не можете сейчас купить себе Tom Ford персик, то, пожалуйста, стоит присмотреться, однозначно отличный аромат. В своих верхних нотах он стартует апельсином, персиком и зелеными листьями. В средних нотах здесь пачули и в базе мед и коньяк. Лично для моего восприятия и на мне, на моей коже, я отчетливо слышу здесь персик, пачули и мед, наверное. Коньячных нот, мне кажется, я не слышу совсем, но опять же стоит заметить, что у всех у нас разная химия кожи, поэтому всегда нужно пробовать и тестировать все на себе. Бренд Армав имеет множество поклонников и великолепнейших ароматов. И сейчас я хочу рассказать вам о прекрасном пряно-специевом аромате Out. На старте сразу же с первых минут здесь очень ярко, очень мощно врываются специи. Как будто бы вы очутились в лавке, где продают просто все специи мира, и вы сейчас их вдыхаете. Но они быстро хорошо усаживаются, и дальше вы почувствуете и древесность, и ваниль, и такую пудровость ирисовую. Хочу сказать, что первое время, первый час, наверное, он достаточно такой яркий и шлейфовый. Но потом, по прошествии времени, он усаживается и сидит достаточно близко к вашей коже. Данный парфюм отлично подойдет всем любителям древесины в окружении специй и ванили. Данный парфюм именно об этом. Звучит очень многослойно, переливается нотами, играет. В верхних нотах здесь пряности, тмин, шалфей и бергамот. В средних нотах черный перец, кедр и ирис. В базе амбра, ваниль, пачули и кожа. Ну и как же без Латафы? Мне кажется, что из бюджетных арабских брендов Латафа сейчас занимает лидирующие позиции. Они создают как и свои оригинальные, отличнейшие просто парфюмы, так и делают неплохие копии. Иногда это бывают полные копии, иногда это бывают рассуждения на тему. Но парфюмы здесь, я повторюсь, просто отличные. Бренд активно развивается и сейчас на пике своей популярности. И есть у них один очень такой красивый, интересный аромат. Он не так широко известен, как другие парфюмы данной марки, а именно это Халис Маск, или, как его еще называют, Pure Маск, чистый мускус. И это моноаромат, он состоит всего лишь из одной ноты мускуса. И это и коварный, и прекрасный аромат, как вам повезет, как он на вас раскроется и как на вас сыграет та самая нота мускуса. Тем, кому не повезло, он раскрывается, есть парфюмерное такое выражение «кошачьи лотки». Так вот, некоторые слышат именно их на себе. Неприятно, не повезло. Но мускус в своем первоначальном звучании, да, в своей задумке, это аромат чистоты, аромат свежевыстиранной белой такой хрустящей рубашки, аромат густого белого крема, крем Нивея. Это что-то уходовые средства. По сути, это аромат чистоты, аромат белого цвета. Я знаю также, что у него есть свои поклонники, и не зря, потому что аромат действительно очень интересный, и для всех, кто любит направление чистоты, направление чистого мускуса, то этот выбор для вас. Ну и раньше я уже напоминала, и хочу сделать это сейчас, о небольшой особенности арабской парфюмерии. Иногда вы где-то ее послушали, вам она очень понравилась, на ком-то, либо в магазине вы купили заветный флакончик, принесли его домой, и, о ужас, он неприятно пахнет. Что нужно делать? Нужно просто дать ему отстояться, поставить его куда-то в шкаф, в комод, убрать и на какое-то время забыть о нем. Иногда это несколько недель, иногда, к сожалению, это более длительно.
длительный срок, но он отстоится, и тогда аромат будет раскрыт, он заиграет всеми нотами, и он будет прекрасен таким, каким задумал его парфюмер. К сожалению, да, есть такая особенность. Я не говорю, что это всегда со всеми арабскими парфюмами, но такое бывает. Возможно, это связано с какой-то особенностью производства. Возможно, просто им не дают элементарно отстояться при производстве, и иногда это нужно делать покупателю. Но действительно, вы не пожалеете, и низкая цена за такое высокое, отличное качество здесь компенсирует этот недостаток. Но на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были со мной и посмотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии и за вашу подписку. Я это очень ценю и очень вам благодарна. Ну а я желаю вам отличного дня и хорошего вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!